Итак, возвращаемся к гонке. Группа 6-го места на прямой. GR Supra ни в чем не уступает 500-сильной BMW M4. Перед ними Eau Rouge. Самый сложный момент на полуострове. «885» выходит из слепстрима. О, внешне слишком наглеешь. Этот маневр я скоммуниздил у Катагири Каната, но уровень исполнения пока что плохой. Получилось, он вырывается вперед. Новичок, привлекший внимание Кияма-сана, все больше заявляет о себе. Теперь перед ним авто номер 3. Пока номер 86 борется с неполадками, все номеробосы перенаправляют все внимание на себя. Да, в этот раз Катагири Каната явно не решит. Не мели ерунды, ты же ничего не знаешь. Если бы только Каната не повредил локоть, думаешь, он бы к себе подпустил? Если бы он только мог ехать в полную силу. Ведь мой партнер – гениальный спринтер. Мы видим машину номер 13 и 86. И 86-я быстра на этом отрезке. Крейзи. Это выше человеческих сил. Флаг. Думаю, с всей трассы пилоты больше всего не любят Eau Rouge. Машина на полной скорости выезжает из туннеля, круто поднимается вверх и в середине поворота переходит на спуск. В результате этого перепада стоковый автомобиль без должной поджимной силы становится неустойчивым. Почему же одобрили столь опасный проект Кияма-сан? Глупый вопрос. Синяя линия была спроектирована более 40 лет назад. Наверное, тогда и представить не могли, что в будущем найдутся глупцы, которые станут гонять на скорости выше 200 км в час. Движение на обычной скорости абсолютно безопасно, и вид открывается прекрасный. Итак, перед нами первый поворот на 180 градусов. Здесь необходимо сбрасывать скорость до первой передачи. И вновь 86-й не хватает мощности при разгоне. Каната Катагири снова уступает. Мог ли кто до старта предположить такое развитие событий? Суперновичок задохнулся. Лидирующая группа прошла первую половину внутреннего участка третьего круга, на очереди отрезок на полуострове. Гонщики 12 и 4 словно первый и второй номер одной команды. Но для Саватари такое завершение гонки невозможно. Вероятно, он извлек урок из своего поражения на Осиноко и собирается одолеть Бекенбауэра. А теперь все внимание на сражение за пятую позицию. 885, сторону пути к Койси, авто номер 3. Снова творится что-то странное. Не могу предположить, что дальше выкинет этот новичок. Пока Каната, задыхаясь от боли, продолжала вести гонку, в нем начало что-то меняться. То, что словно поблекло из-за головного пропуска. Постепенно вновь начала обретать четкие контуры. Утрата мотивации и связи со смертью матери. Слабое я, отвернувшийся от гонок и ушедшее в себя. Порочный круг самоидентификации. Потерявшийся и не видящий выхода. И из-за этого словно загнанный в угол. Все это отстаивалось и опадало. В нем остались лишь две вещи. Первый – навыки гонщика, приобретенные в детстве, ограничившиеся в теле. А второе – ничем невозмутимое желание сражаться. По иронии судьбы, именно невзгоды вернули Канату в пиковую форму. Но перед ним, полностью восстановившимся после периода неучастия в гонках, по-прежнему стоит горькая проблема невозможности использования второй передачи. Вот это да! 885 приступает к действию. Говорят, справа ехать выгоднее, но он поехал слева. И у поворота на Митсубиси они идут рядом, борт к борту. 885 вырывается вперед. Вот это обгон! Дебютировавший новичок просто съедает обладателя третьего места по итогам прошлого года. А Кияма-сан, не прокомментируете ли этот обгон? Считается, что у всех развилок на участке полуострова более выгодна правая сторона Танака. Но касательно третьей, не все так просто. Правый проезд во время квалификации действительно более выигрышный. Но в самой гонке, в случае борьбы, выбор левого пути создает возможность для обгона. Если умело сбросить скорость, не сдерживая при этом боковое ускорение,
Можно занять более быструю внутреннюю траекторию на перекрестке Митсубиси. И Марабоси-кун был в этом безупречен. Трон машина 885 ждет задние огни машины номер 1. Если произойдет обгон, это будет феноменально. Тебя нагоняют сзади, будь начеку, прием. Кто нагоняет? Марабоси? Новичок? Еще один? Молодежь, не любящая страха. Должны ли кого-то ветераны учить их суровости MLG? Если обычно агрессион более агрессивно рвется вперед, в этот раз он может слишком спокойно. Это нетипичное хладнокровие даже как-то пугает. Так и продолжай, Сун. Сколько бы ты ни прессинговал брата и сестру на их отрезке полуострова, их построение нарушить не удастся, как побьешь их силу. Все решится на финальном круге. Прибереги шины до этого момента. Держись за ними, пока я не дам сигнал. Прием. Принято! Отлично, благодаря тебе я поднимусь в рейтинге. Богоподобные 15 продолжает мчаться по участку на полуострове. С точки зрения всей дистанции этот участок третьего круга можно назвать серединой гонки. Для рывка еще несколько рановато, не так ли? В средней же группе уже происходит довольно часто смена позиций, но настоящая гонка начнется с середины четвертого круга, и когда этот момент настанет, мы сосредоточимся на лидирующей группе. Дерьмо! Пятый просто повис за ним! Вполне обоснованно. Эти 2 литра 600-200 лошадиных сил, разные возможности на подъемах. На Т-образном перекрестке его снова обгонят. В таком случае он будет 10-м, хоть и стартовал 3-м. Если так и будет продолжаться, то на 5-м круге он может оказаться на последнем месте. Вполне возможно. И тем не менее я уверен, что Каната, как Киснозова, будет бороться до конца. И мы понимаем истинное положение дел, будем за этим наблюдать. И мы увидим своими глазами самый ценный в истории MLG финиш на последнем месте. «86-я и 5-я борются за 9 место. Прорезая жилой район, они несутся к Т-образному перекрестку». Т-образный перекресток. Смогу? Его обойдут. Как обидно. Полетел как ракета. Это Огата. Дурень, ты что творишь? Ты воткнул вторую? Когда я опомнился, левая рука уже сама ее воткнула. Огата, мне больше не больно. В смысле? Ничего не понял. Объясни нормально. Это невозможно. Я сам не понимаю. Огата, я возвращаюсь в гонку. Прием. Чего? Постой, не надо. Успокойся. Мне достаточно сохранить текущую позицию. Каната, прошу, не нагружай локоть. Нет. Я должен обойти все машины, которые до этого обогнали меня. Эта гонка еще не окончена. Овер. Перед нами точка старт-финиш, которая вскоре пройдет лидирующая группа. Номер 12 Бекенбауэр, 4 Саватари, за ними в гордом одиночестве машина номер 2 Акабами, 4-я машина номер 1 Исигами, 5-й 885 Марабоси, прошлогодний чемпион и новичок ведут ожесточенную борьбу, следом за ними 6-й Ойси, 7-й Янагида, 8-й Майдзона, и затем красная машина позади, номер 13, это 86-я. Но ведь между ними должен быть интервал более чем 7 секунд. Получается, 86-я сократила этот отрыв на внутреннем отрезке после полуострова. Что за... А как же проблема с трансмиссией? Итак, момент настал. 86-я пройдет или нет? Он вышел вперед! Машина 86 возвращает одну позицию. Почему лишь на тебя не действуют законы физики? Осторожно, Такла. Тебя нагоняет 86, прием. Чего? А как же проблема с коробкой? Подробности неизвестны, но он летит словно метеор. Не дай ему себя обогнать, останови его, конец связи. Сказал остановить. Это шутка какая-то?
Снова по внешней? Все новички этого года посходили с ума. Вообще-то, все мы подражатели. А это неповторимый оригинал. Чушь какая-то. Если шины скользят, разве не значит, что они уже не держат трассу? Он прошел! Машина номер 6 мгновенно повержена. Такая ужасающая разрушительность тела 86 вновь улучшает позицию. Это было жестко. Но не мое, конечно, дело. Надеюсь, у тебя не будет психологической травмы или ноги такой. С ним невозможно справиться, он словно красная пуля. У него будто бы открылось второе дыхание. Прежде не доводилось видеть, чтобы Катагири Канта демонстрировал такой боевой настрой. Группа 11 места ведет борьбу на черно-белой части трассы. 16 Ясю, 18 Китахара, 9 Айба. Сюн, задай им в следующем правом. Немного замедлись на входе и займи внутреннюю, чтобы сбить с толку. Затем нужно выйти на полный газ раньше этих двоих. Давай! Хорошо сработано, Сюн. В конце прямой ты прилично разгонишься. Даже не думай обгонять их по очереди. Это обходить их обоим. Прием! Брат, могут быть проблемы. 9-й очень быстро нагоняет. Я в курсе. На зоме сократи расстояние между машинами. Не дай ему вклиниться между нами. Все-таки он быстрый. Этот ГТР. Прекрасно работает, Сюн. Это будет лучше. Не завались с духом, это будет состязание по торможению. Стабильность и высокая скорость. Это не уступит ни одной машине. Ни Альфа Ромео, ни Лотус, ни мой соперник. Не забывай, Сюн, твоя машина, не имеющая себе равных. Nissan GTR.